Мираж. На протяжении всей жизни человеку пытаются внушить, что успех, богатство, слава – это удел избранных. В учебных заведениях, на соревнованиях, конкурсах и различных аттестациях человеку постоянно дается понять, что он далек от совершенства, что другие лучше и достойнее, чем он. Кто в это не поверил, получает и успех, и богатство, и славу в избытке. Вот так все просто. Не просто лишь одно поверить, что любой из нас этого заслуживает и способен добиться. Но вы действительно сможете поверить, если у вас будет такое намерение. Многие хотят стать звездой, добиться выдающихся успехов. Стандарт успеха вообще очень активно и широко пропагандируется. Маятники любят демонстрировать рядовым приверженцам достижения своих фаворитов. Маятники стараются представить фаворитов как эталон успеха, к которому надо стремиться, чтобы получить все блага. Звезда получает все, что можно иметь в этой жизни. Звезды купаются в лучах богатства и славы. Кто же этого не хочет? Даже если вы не желаете громкой славы и вам ни к чему роскошь, от материального достатка и удовлетворенности своими достижениями, наверняка бы не отказались. Звезды рождаются самостоятельно, но зажигают их маятники. Я хочу сказать, что культ поклонения звездам установлен и процветает именно благодаря маятникам. Они это делают намеренно. В кино, на сцене, на стадионе, с телеэкранов нам постоянно преподносятся лучшие представители, избранные. Особенно подчеркивается, с каким восторгом звезды принимаются поклонниками, как они великолепны, какие у них блестящие достижения. Нам постоянно внушается один непреложный факт: звезды всем нравятся, и это то, к чему стоит стремиться. Какую цель преследуют маятники, возводя на пьедестал своих фаворитов? Может быть, их заботят личные достижения и благополучие приверженцев? Вовсе нет. Они демонстрируют достижения фаворитов, чтобы у рядовых приверженцев был стимул усерднее служить маятнику. Ведь как обыкновенный человек превращается в звезду? Упорным трудом. Звездами становятся лучшие из лучших. Каждый может стать звездой, но для этого нужно усердно работать. Бери пример с них, делай как они, и ты тоже добьешься успеха. Звезды обладают уникальными способностями и качествами. Это не всем дано, поэтому надо еще более упорно трудиться, чтобы добиться успеха. Вот такие лозунги провозглашают маятники. Они не отрицают, что каждый может добиться успеха, но тщательно скрывают тот факт, что уникальными способностями и качествами обладают как раз все люди без исключения. Для маятников будет смерти подобно, если каждый человек откроет в себе уникальные способности. В таком случае все приверженцы станут свободными личностями, выйдут из-под контроля, и маятник просто развалится. Напротив, он чувствует себя лучше всего, когда приверженцы мыслят и действуют в одном направлении. Как вы помните из 2 главы, единообразие в мыслях приверженцев является условием зарождения и существования маятника. Яркая индивидуальность звезды является исключением, которое скорее подтверждает правило, потому что является именно исключением. А правило гласит: «Делай как я». Вот поэтому многие молодые люди попадаются в ловушку маятников и стремятся быть похожими на своих кумиров, подражают им, вешают в своей комнате их плакаты. Разум слепо идет на поводу у маятников. Бестолковый разум дает понять душе, что она несовершенна. Он словно говорит ей: «Даже я, с моими способностями, не могу добиться успеха. А где уж тебе? Вот эти люди — другое дело. Видишь, какие они? Надо брать с них пример. Так что сиди уж, помалкивай, со своим несовершенством, а я буду изо всех сил стараться быть похожим на них». Подражая своим кумирам, молодые люди пытаются поймать мираж. Стремление брать пример и быть похожим на тех, кто добился успеха, это работа внутреннего намерения мухи, бьющейся о стекло. Они настраиваются на чужой сектор, где сами будут не более чем пародией. Разум способен создать различные вариации копий, но этим никого не удивишь. Звезда стала звездой именно благодаря своей уникальности, самобытности, непохожести на других. Душа каждого человека по-своему неповторима.
Уникальная душа имеет в пространстве вариантов свой уникальный сектор, где ее исключительные свойства проявляются во всем великолепии. У каждой души есть свой индивидуальный звездный сектор. Понятно, что таких секторов может быть бесконечное множество. Но мы будем условно считать, что у отдельной души есть ее уникальный сектор, индивидуальная цель или стезя. Разум, увлеченный приманками маятников, будет бестолково топтаться в чьем-то секторе, пытаясь скопировать чужие качества или повторить сценарий чужого успеха. Но подражание другому сценарию всегда создает пародию. Душа не сможет реализовать себя в чужом секторе. А как же найти свой сектор? Об этом ваш разум может не беспокоиться, душа сама найдет путь самовыражения. Задача разума состоит лишь в том, чтобы забыть о чужом опыте, признать уникальность своей души и позволить ей идти своим путем. Особенно сильно подвержены действию маятников подростки, поскольку они только вступают в этот мир и не знают, что делать и как себя вести. Проще, надежнее и безопаснее слиться с толпой, особо не выделяться и жить как все. Стадный инстинкт дает ощущение безопасности, но в корне обрубает зачатки индивидуальности. Можно заметить, что молодые люди в основной массе одеваются одинаково, пользуются одним и тем же лексиконом, классно, клево, прикольно, ведут себя совершенно единообразно. Несмотря на внешний лоск самостоятельности и независимости, они покорно подчиняются правилу маятников «делай как я». Сами они считают, что несут в себе модернизм нового поколения. Но кто из них создает эту новизну? Лидерами, а также отщепенцами у подростков всегда становились единицы, которые позволяли проявиться неповторимым качествам своей души. Развивая свою индивидуальность, такие личности впоследствии становились законодателями мод, задавали тон, создавали новые течения, открывали новые перспективы и возможности. Они не копировали чужой опыт, не подчинялись правилу, а позволяли себе реализовать уникальные свойства своей души. Маятники не терпят индивидуальности, но им ничего не остается, как признать восходящую звезду своим фаворитом. Очередных фаворитов маятники возводят на пьедестал и выставляют в качестве новых объектов для подражания рядовым приверженцам. Нет ничего плохого в том, что мальчик хочет быть таким же сильным, как его герой. Или девочка хочет быть такой же красивой, как ее героиня. Не нужно только копировать то, что вам понравилось в других. Например, давать себе установку иметь именно такую мускулатуру, именно такую манеру двигаться, говорить, петь, играть именно так, как это делает другой. Этот другой вам понравился как раз потому, что он реализовал именно свои неповторимые достоинства в своем секторе. Конечно, должен быть какой-то первичный образец. Пример как демонстрационный экземпляр, да, но только не эталон и не предмет для подражания. Ваш эталон – это ваша душа. Просто позвольте ей раскрыть все свои достоинства именно в своем секторе. Лучше повесить на стену свою фотографию и любоваться ей. Любить себя очень полезно и выгодно. Любовь к себе превращается в самодовольство и наказывается равновесными силами только в том случае, если сопровождается пренебрежением к окружающим. Вы действительно уникальная личность, в этом никто не может с вами соперничать. Только позвольте себе быть собой. В вашей уникальности вы не имеете конкурентов. Вспомните о своем праве на неповторимость и получите огромное преимущество перед теми, кто старается копировать чужой опыт. Если будете стремиться стать таким же, как он, она, то у вас ничего не получится. Станьте собой. Позвольте себе такую роскошь. Если вы надели маску уже существующей звезды, это будет либо копия, либо пародия. Звездой не становится, подражая другим. Когда вы прекратите бесполезные попытки быть на кого-то похожим, все получится. Когда прекратите бесполезные попытки повторить чужой сценарий, у вас опять же все получится. Когда вы сами признаете великолепие своей индивидуальности, другим не останется ничего, как согласиться. Позвольте себе дерзость иметь. Все великие актеры играют себя. Это, казалось бы, странно, ведь роли разные, но личность, характер, обаяние одного и того же человека угадывается сразу. Самая сложная роль — сыграть самого себя, позволить себе быть собой,
Снять маску. Сыграть чужую личность легко, потому что надеть маску гораздо проще. Но это будет просто игра актера, профессиональная техника. А вот снять маску куда сложнее. И если это удается, тогда получается не игра, а то, что называется жизнью на сцене. Но сложность здесь только видимая. На самом деле решиться иметь достаточно просто. Для этого необходимо лишь стряхнуть навязанные стереотипы маятников и, наконец, просто взять и поверить в безграничные возможности своей души. Маятники не смогут вам помешать, если вы отвернетесь от чужого опыта и сами позволите себе быть звездой. Они могут вам только внушить гнетущие мысли типа «звезда должна быть красивой, а я некрасивая». «Звезда должна хорошо петь, играть, танцевать, а я не умею». «Звезда должна иметь талант, а у меня его нет. Я не смогу». Надо посмотреть, как это делают другие. Действительно, посмотрите на звезд эстрады, науки, спорта, бизнеса и так далее. Многие из них, если не все, вовсе не удовлетворяют общепринятым стандартам и представлениям о том, какой должна она быть. У каждой знаменитости есть куча недостатков, которые могут затмить любое достоинство. Например, у этой нос длинный, а ее считают красавицей. Это голоса вообще не имеет, а от ее пения все в восторге. У той вообще нет никаких актерских данных, ее гнали все режиссеры, а она все равно пролезла в звезды. Этот маленький и толстый, за какие достоинства его так любят женщины. Тот вообще ничего из себя не представляет и что в нем находят, а этот невзрачный тип, неужели это он, тот самый? Вы можете петь хорошо поставленным голосом и прозябать в неизвестности. Или петь просто отвратительно, но в своеобразной манере, от которой все будут в восторге. Вы можете обладать блестящими интеллектуальными способностями и так ничего и не добиться. А жалкий троечник, который упорно носится со своими бредовыми идеями, в конце концов сделает потрясающее открытие. Вы можете иметь незаурядные физические данные, но звездой спорта так и не станете. А тот, кто осмелится нарушить общепринятые стереотипы, поведет игру на поле в неожиданной для всех манере, выйдет победителем. Я не буду дальше продолжать список ломки стереотипов. Принцип вам понятен. Имейте дерзость обратить разум к своей уникальной и неповторимой душе. Не бойтесь нарушить стереотипы маятников. Не попадитесь только на другую удочку маятников. Они могут вас спровоцировать удариться в погоню за чужой целью, которая не принесет лично вам ничего, кроме разочарований. Зачем вам чужая цель? Слушайте свою душу, а не разум. Душе лучше знать, где вы сможете проявить себя как звезда. В мире маятников действует закон. Фаворитами становятся только единицы, все остальные должны выполнять функции рядовых приверженцев и подчиняться установленным правилам системы. Трансерфинг не в состоянии нарушить этот закон, но он поможет взломать закон конкретно вам, если захотите. Маятники будут вынуждены включить вас в число фаворитов, если вы воспользуетесь уникальными качествами своей души.